Чего это? Давление у тебя шалит. Видимо, из-за вида моей новой камеры. Где ты это все древнее оборудование раскопал? И что ты хочешь сказать, что теперь мы будем снимать наши выпуски на это чудо? А чем тебе не нравится? Смотри, оп. Да. Ты, главное, батарею не забудь зарядить. Да, все в порядке будет. Саш, А между качество прочим, картинки YouTube такое пропустит? здесь даже есть спорт-режим и зум. Ясно. Так что давай попробуем. Давай. Саш, ну вот видишь, нормальная картинка, очень красивая. Ну, чуть-чуть квадратная. Не, Вань, не. Давай все-таки снимать на технику 20 века. Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург, Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Это Петербург, пятница, за окном плюс 20 градусов, в Санкт-Петербурге настоящее бабье лето, а мы в нашей замечательной студии готовим для вас беседу. Какой же, Саша, ты красавчик. На улицу выходишь из студии. Да. Знаешь, какая погода? А теперь, Вань, стало это делать приятней, ведь ты не знал, как загладить свою вину. Даже вот меня решил пересадить на велосипед, чтобы я как бы чаще крутил педали. Я буду доволен, если это будет полезно. Вот. Тем более, как мы видим, ты успеваешь и на велосипеде ехать и следить за новостями, ведь оказывается, что Данелия выступила в финале. Кстати, у нас спрашивают, а почему вы вот стали следить за Данелией? Ведь раньше вы говорили только о Димаше. Но, друзья, надо здесь обязательно сказать, что мы следим за молодыми талантами. И вот раньше, если мы следили за Димашем, за Ержаном Максимом, то сейчас появилась молодая звездочка, которая вот уже захватила сердца миллионов зрителей. И у нее очень большое будущее. И это очень интересно, потому что, получается, Димаш открыл двери для вот таких вот молодых исполнителей. Ну, действительно, то, что показала Данелия на конкурсе American Got Talent, действительно признали все и члены жюри, и зрители о том, что для ее юного возраста невероятно талантливый ребенок, невероятно профессионально владеет голосом. И очень интересно как раз наблюдать за развитием вот юного таланта, поэтому мы будем достаточно часто теперь обращаться к опыту этой красавицы, потому что нам очень интересно, каких еще высот и побед ей удастся достичь. Тем более, что на постсоветском пространстве, вот я не помню ни одного исполнителя, кто бы вот на America's Got Talent просто такую бурную реакцию у зрителей вызывал, да, и выходил в финал. Ты знаешь, кстати, что $1 миллион дали? Да, победителем стал Брэндон Лейк, это спичрайтер. Я узнал о том, что есть такая профессия, готовит тексты для политических деятелей, для людей, которым нужно красиво публично выступать и готовить какие-то речи. И я знаю, что он покорил сердца американцев своим как раз вот умением и писать, и выступать. Ну, он, конечно, красавчик, спора нет. Но я бы все-таки хотел, чтобы было как на «Голос дети». Это, подожди, это чтобы Ержан Максим занял второе место? Ну, почти. Не, это чтобы всем дали по $1 миллиону. Всем участникам. Ясно. Слушай, а все-таки у нас справедливые правила. У нас, получается, Ержан Максим изменил правила, всем дали по $1 миллиону. Если бы Ержан Максим поехал на America's Got Talent, то там бы, наверное, тоже дали всем по $1 миллиону. Но я думаю, что теперь, после выступления на такого уровня шоу, у Данелии появилось огромное количество поклонников ее творчества, да, среди вообще на другом континенте. И это очень круто, что вот о ней, благодаря этому конкурсу, все-таки даже узнали там. И это для нее большой-большой плюс. И что тут можно сказать? Димаш, помнишь, когда выступал на I'm Singer, он занял тоже не первое, а второе место. Но сейчас кто вспомнит победителя I'm Singer? А Димаша знает весь мир. Поэтому... Ну да. А ты помнишь, кто первое место на Евровидении занял, детском? На детском? Слушай, тоже не припомню. А я знаю, кто второе место занял. Ержан Максим. Это вот поэтому он очень часто, я сейчас видел, нам в Инстаграм прислали танец
танец Ержана, победителя. Да, наверное. Слушай, а сейчас, кажется, самое время нам сделать паузу, потому что наши друзья иногда забывают, что можно нажать кнопку «Подписаться» и включить колокольчик, и тогда можно будет получать уведомления о новых выпусках, о новых передачах, которые появляются на канале «Алга Петербург». Можете тоже зайти еще на один канал международный, тоже очень хороший, такой там красный круглый значок. Вот, там тоже можно подписаться, нажать колокольчик. Еще можно подписаться на наш Яндекс.Дзен, там интересные статьи. Можно подписаться на наш Инстаграм, в котором мы публикуем эксклюзивные материалы. Вот, и уже вот на этой неделе у нас там 3 было эксклюзива. Друзья, заходите, если интересно посмотреть. Да, потому что там появляются не только новости, связанные с Димашем, а много других новостей. Например, я вот узнал такую новость о том, что в Казахстане всерьез задумались принять законопроект о том, что хватит, друзья, петь под фонограмму, уважаемые артисты. А если уж вы поете, то предупреждайте, пожалуйста, организаторов, чтобы, соответственно, корректировать цены на билеты. Потому что если поешь под фонограмму, будь любезен получать гонорар... Фантиками. Вот, да. И в связи с этим-то действительно возникает вопрос, Вань, а вот если посмотреть на творчество, да, вот в опере, ты видел, что в опере выступали под фонограмму? Я боюсь, это такое бы не собрало аудиторию, поэтому я думаю, что рок-исполнители тоже никогда не выступают под фонограмму. Рэп-исполнители, это вообще очень сложно. А почему тогда жанр поп-музыки вот легко и просто целыми годами, понимаешь, записали музыкальную композицию и до конца жизни вот с одной фонограммой ездит из страны в страну, из города в город, из концерта на концерт, поэтому я считаю, что... Все, халтурщикам теперь все закончилось, да, лафа. И я ведь читал комментарии, оказывается, что, не знаю, правда это или нет, что этот законопроект решили принять после того, как Ержан Максим, которого мы упомянули, провел живое выступление в течение 3 часов. То есть парень выступал, держал публику, владел своим голосом, и я думаю, что многим стало стыдно, и всерьез задумали, пора что-то менять. Ну, это большой, как говорится, большой шаг, маленький шаг, да, для Казахстана и большущий шаг для мировой эстрады. Потому что если в Казахстане такой примут закон, то многие страны, наверное, последуют примеру. Да, это очень хорошая тенденция. Поэтому мы за живой вокал. Я предлагаю обсудить новости от нашего любимого Димаша Кудайбергена. А где он? К сожалению, очень много тайн за последнее время стало и каких-то вот непонятных. Вот, причем он не скрывается, он постоянно нас чем-то радует, только видео все загадочного такого толка. То есть ничего конкретного, только лишь разжигает наше любопытство и заставляет еще более внимательно и пристально следить за его инстаграм-аккаунтом. Потому что мы вот видели совсем недавно, была видеопубликация, где ведутся съемки на каком-то спортивном стадионе. Вот, там я видел футболистов, вот, видел, что ребята задержались до ночи. И что это? Новый клип, передача, потому что мы видели также, Ваня, еще другой пост в Инстаграм, где Асхат Абдрахманов, видеооператор, тоже сделал съемку, но там, помнишь, мы с тобой посмотрели, была запись с длинным видеорядом, то есть там то ли 20, то ли 30 минут. Да, поэтому... скорее всего, это документальный фильм какой-то. Может быть, это и там, это один и тот же документальный фильм. Я на самом деле не обратил внимания, что там было на стадионе, потому что я обратил внимание, как у Димаша прическа развивалась, когда он поворачивал голову. Мне даже показалось, что это компьютерная графика. Вот нам камера, мне кажется, нужна, как у Димаша. Мечтай, Вань. Хочу еще такой момент упомянуть о том, что вышел какой-то фрагмент песни Over Here с женской партией вокала. Что это, Вань? На Эхо Питера вышло уже расследование, поэтому много не буду распространяться. Друзья, переходите по ссылке в описании, и в подсказке здесь еще появится. Там я настоящий сделал investigation. Вот. И да, в общем, сделал свое предположение. Не знаю, оправдается оно или нет, но давайте подождем, посмотрим. А я хочу, Саш, перейти к комментариям. Давай. Потому что очень важная тема, я хочу поднять. Вот есть у нас очень активный зритель, Толян его зовут. Да, вижу.
Мне очень нравится картинка, которую Толян, большой привет вам из Он Санкт-Петербурга. любит, да, Петербург. Толян пишет: парни, привет, представляете, D3.ra. Что? Наверное, надо это слово пропустить. Представляете, Синатра 2 страйка поставила Алану. Она же и вам страйки отправляла, я помню. Синатра, это Люсия Синатра, это, Да, это итальянская блогер-реакционер, правильно? Блогер-реакционер, певица. И я хочу просто обратить на это внимание, потому что очень много сейчас есть каналов, которые рассказывают о Димаше, делают это хорошо, качественно. Например, канал Алана был, и есть еще другие каналы, которые делают и Подожди, переводы. Почему был? А что, все? Там она отправила 2 страйка. Ты представляешь? Вот это да. А 2 страйка, как мы знаем на собственном опыте, это убийцы. Кстати, нам один вот мощный есть канал такой карликовый, который обиделся на нас и что нас больше смотрят, отправил нам тоже 2 страйка, а 3-й страйк нам отправила госпожа Синатра. Знаешь за что? Ну-ка. За 6 секунд в 5, по-моему, минутном ролике. Который набрал 2 миллиона просмотров, я понял. Да. Вот так. Так что, друзья, пожалуйста, аккуратней, но не бойтесь рассказывать о Димаше, не бойтесь делать ролики. Просто постарайтесь некоторых персонажей обходить стороной. Да, и будьте внимательны, ссылки вам тоже не помогут, потому что, как показала практика, даже размещенная ссылка, это не гарантия вашей безопасности. Да. О, Ваня, у меня тоже есть комментарий. Виктор Цивил. Здравствуйте. Из Мариуполя, Украина. Удаляю нагар со сковородок от 30 гривен. Я тоже хочу стать популярным по удалению нагара. И номер телефона. Так, я, кстати, везде вижу Виктора из Мариуполя. Виктор, вам большой привет, не останавливайтесь и добьетесь успеха. Представляешь, если Виктору из Австралии или из Нью-Йорка пришлет сковородку, она же золотой станет, пока Да, доставка нынче не дешевая. Да. Слушай, а вот ты такие комментарии стал выбирать. Это, видимо, потому что ты все-таки начал заниматься спортом, сел на велосипед, помолодел даже. Вань, скажу тебе по секрету, я, наверное, лет 10 не катался на этом виде транспорта. Последний мой опыт был еще в студенчестве. А сейчас прям, ты знаешь, многие части тела начали побаливать с непривычки. Но все равно свежий воздух и все-таки питерская осенняя погода меня немножко вот так взбодрила, и я всерьез решил заняться спортом. Да, друзья, за моими покатушками на велосипеде вы можете следить в нашем Инстаграм. И действительно, это здоровый образ жизни, и это, наверное, пока единственный плюс, Вань, от нашей потери камеры, которую ты утопил в фонтанке. Ну, я хотел снять очень красивый Анечков мост с нижней стороны. И теперь наши зрители каждую пятницу будут любоваться общим планом высшего разряда. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь мы найдем спонсора и сможем купить себе новую камеру. А сейчас, знаешь, что можно сказать? У нас, друзья, сейчас нету спонсоров, но если хотите, вы можете поддержать наш канал. Ссылки для этого будут в описании практически к любому ролику. И, возможно, тогда мы, может, соберем на камеру и купим ее. Да, очень бы, Вань, хотелось. Ладно, друзья, на этом все. Увидимся с вами уже завтра. Всем удачи и пока. Пока.